Доехали, да? Хорошо. Да. Выросли, Лянь, я вас как давно не видела. Малой! Привет! Привет! Наконец-то приехали, скажи, да! Привет! О. Фу. Герда, иди ко мне, Герда. Мне сказала, говорит, мы тебя забираем, ты слушаешься, не врешь, типа помогаешь. И типа я согласился. Но я так по сути это делал. Типа я слушался поначалу, я помогаю до сих пор постоянно. Но вот с моментом не врать было, да, был момент, когда не получалось этого не делать просто. А куда пакетик? Мы, может, для кого-то сумасшедшие люди, ну, нормальными нас не назовешь. Вообще нормальные люди не создают детские дома. Ну, мы так привыкли, мы так живем всю жизнь, нам нравится. В общем, звонят мне и предлагают детей оставить еще на смену. Ну, я же говорю, практика такая была, детям там очень нравится, минимум учебы, как бы, вот, кормят хорошо, на море можно ходить, дышать, там Приморский район, близко очень к морю. Это был, наверное, самый трудный момент в моей жизни, когда мы остались на вторую смену. Потому что обычно я оставался и было все класс, а в этот раз началась вся эта движуха. Ударился. Помогите меня. 24 утром нас разбудила медсестра в 5 утра. Нас никогда в жизни так там не будили. Я сразу понял, что что-то не то. Она собрала всех, абсолютно весь отряд, что на этаже был. Говорит, у нас в стране типа военное положение, звоните родителям, чтобы по возможности вас забирали. Я же сразу позвонил маме, говорю, мам, туда-сюда. Волноваху уже тогда обстреливали очень сильно. И мама говорит, ну как, говорит, мы не сможем. Получается, что у нас от Угледара до Мариуполя путь лежит через Волноваху и 100 километров. И ну как-то страшно и ехать, и что делать, мы мечемся, не знаем, как забрать-то хочется, ну а как, хочется и колется. Я звоню в службы, давайте эвакуируйте детей в Запорожье, мы вокруг, говорю, через Днепр поедем, там их заберем спокойно, ну там же как бы тихо было, все мирно. Ну, службы. Мы список в область передали. И, по сути, если дети находятся в госучреждении, как бы я понимаю, они должны заниматься эвакуацией детей. Ну, как бы мне под пули лезть тоже, ну, страшно. Службы как-то вот не сработали. Остался один врач, дежурный просто, который просто за корпус отвечал. И Валентина Ивановна, женщина на пищеблоке, которая нам готовила кушать. Она из-за доброты, она просто очень-очень добрый человек. Она именно говорит, ну как это, я, говорит, вас брошу, говорит, чтобы вы голодные тут были. Говорит. Валентина Ивановна, а расскажите, что у вас тут за пикничок? Леша, вышиваем. Это для истории. Леша, Когда-то все наладится. ну я надеюсь. Через 2 недели пропадает свет полностью, то есть вообще. И вот все. Потом пропадает вода, потом пропадает газ, и мы ходим, у нас 3 старших пацана было, мы ходили, получается, на пищеблок, рубали деревья,
ну, спиливали, рубали дрова, чтобы на кострах готовить есть. Для меня было в первую очередь, я был на себе груз ответственности чувствовал, я должен был это делать, обязан. И я стою, просто смотрю в окно, и оно не слышно было ничего. Я смотрю в окно просто, у меня вот так вот тут как будто внутри ёкнуло, я вот так разворачиваюсь, говорю, быстро все с комнаты. Я только закрываю дверь в комнату, и прилетает снаряд, и мы все на пол, все начинают плакать, у меня смех, у меня адреналин именно в плане, я говорю, ого, говорю, вот это да, говорю, вот это вшатало. Я говорю, давайте быстро, говорю, все, говорю, спускаемся, потому что, типа, говорю, сейчас походу еще будет лететь. Ну, мы в подвале себе оборудовали, у нас там и телевизор, как бы поперетаскивали матрасы. Но все в надежде, что вот-вот все закончится, как бы, да, и никто не верит, что это так долго может длиться. Решили мы поехать все-таки в Запорожье. Мы ждали эвакуацию детей. Вся эвакуация на тот момент из Мариуполя, все двигались в Запорожье. Нам сказали так, мужчины на утро на воинский учет, на военный учет. То есть брат, муж. Как-то мне это не понравилось. Думаю, ну сейчас как заберут в тероборону какую-нибудь, ну как бы это очень нехорошо. Вот, говорю, нет, давайте, говорю, мы, наверное, тоже будем ехать. Ехать дальше. По сути, это все равно, что мы на Западной Украине, что мы за границей, как бы с детьми что-то прояснится, или вернемся, заберем, или кого-то попросим. Пятнадцатого я вышел с мамой на связь через мужика, который поймал связь в Мариуполе. Он написал ей о том, что мы живы, и все. Я не знал вообще ничего, где родители, что с родителями. Получается, нас не пропустили, отправили в временный пункт перемещения в Мангуше. И там были соцработники, и они начали задавать вопрос типа с вышки, там кому-то с выши писать, что делать с детьми. Я сразу говорю, не надо нас на Донецк, говорю, у нас билет в один конец будет, говорю, если вы нас туда отправите, пропустите нас на Бердянск, говорю, сделайте так, чтобы мы уехали. Мне говорят, это не в наших силах, что нам скажет сверху, типа мы то и сделаем. Там мы на колонке включили в ДНР, короче, возле военной базы. Установлены, и они брошены. По сути, они, по всей видимости, можно так сказать откровенно, что они не нужны их родителям, опекунам. Посмотри, какие они хорошие, а? Какие хорошие, красивые, боже мой. Ребят, ну скажите мне, пожалуйста, как спалось? Отлично. Нормально? Наелись? Да. Ясно. Чего хочется, ребят? Домой, чтобы закончилась война и домой. Да. Вы
Вот сюда, иди ко мне. Элеонора приезжала, привозила всякие подарки, вот это вот. Ну, задобрить просто. Постоянно с камерами, то есть без камер чисто просто приехать что-то привезти невозможно. То есть там телефон привезли пацану тоже с камерами, то есть показать о том, что дети, что вы там хотите. И все говорят домой, она такая, ой, скоро поедете туда-сюда. И потом все, потом она резко пропадает. Вот сюда, иди ко мне. Все, всех видно. Со мной связались из службы по делам детей, так как они сказали, Донецка. Мгм. Ну и что? Требовали сразу, дайте нам документы детей. То есть я говорю, ну смысл? Вот приезжайте, забирайте и дайте нам документы детей. Я говорю, документы я вам не дам. Они хотели сделать им ДНРовские документы. Вот если вы не приедете, их не заберете, значит они останутся здесь. Я попросила убежище от Российской Федерации, и я такая разворачиваюсь и еду в Российскую Федерацию. То есть кто меня там будет слушать, зачем? Мне просто как бы в базу внесут, что вот так и все. И статус я, естественно, потеряю, и назад я не вернусь. И что мне делать? Мне нужно полсемьи бросить во Франции, а с половиной семьи, с приемными жить в России. Но начать бы я хотела, конечно, с той темы, которая для нас является ключевой, это защита прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые эвакуированы к нам с территории Донецкой и Луганской народных республик и с территории Украины. Вот на настоящее время у нас таких ребят, то, что нам дают в информации органы опеки и попечительства, 2161 ребенок. Причем 100 из этих ребят прибыли как раз уже с освобожденных территорий Украины. Президент отметил, что важно, если мы понимаем, что ребенка не ждет возможность устройства в семью на их территориях, да, на их родине, то дать им возможность устроить свою жизнь в семьях наших российских граждан. Причина, чому ми не називаємо це евакуацією, чому це є примусова депортація, примусове переміщення? Тому що вони не збираються їх повертати. Я подготовленный специалист и хорошо умею работать с женщинами, которые в сложной жизненной ситуации. В Киеве много таких специалистов. Из Донецка все уехали. Почему уезжать и мне? Я поэтому осталась. И у меня родители там, и сестра. В общем, перенести себя со всеми корешочками оказалось не так просто, как я думала. Мы вначале, когда в 2014-м уезжали, я думала, это просто. Ну, буду жить на 2 города, но я недооценила вот этот вот социальный клей, который у тебя есть в твоем городе, насколько это важно. Я ездила, получается, по местам так называемой фильтрации, потом начало называться это. Вначале это было просто места, где беженцы скапливались, потом начали называться места фильтрации. Да? Но с моей точки зрения это был как бы гуманитарный процесс. Каждая страна в свою сторону вывозила, ну, страна, будем называть условно так, сторона хотя бы, да, вывозила в свою сторону, потому что в середине была линия фронта, через которую нельзя было перевозить людей. Получается, что так и вышло, что часть семей оказались разорванными.
Я решалась на это, во-первых, потому что мне нравится с детьми. Во-вторых, я знала, что не все дети одного возраста, и есть старшие, которые будут помогать. Они приняли решение не отдавать в первый раз. Да. Я не знаю, с чем это связано, потому что, в принципе, специалисты, которые именно разбираются в этой теме, все считали, что нужно отдать. Но как-то получилось так, что я не знаю. Был такой момент, что какая-то пропагандистская нотка во все это влезла, про то, что это дети-сироты, и это теперь наша республика должна отвечать за детей. Я бежать хотел. Я хотел собирать малышню, бросать все вещи и просто убегать. Просто сваливать куда-то как-то, пытаться свалить просто с ДНР. Но Татьяна сказала, что это неразумно, типа, и нас поймают на первом же пересечении. Я родителям написали снова про то, что решение было принято не в пользу детей, не с учетом вообще интересов детей. И новая комиссия приняла решение отдать. Я маме написал, говорю, мам, мы едем, нас отпустили. Она мне, надеемся, типа. И папе написал, батя такой, ура, ура. И мама мне сказала, говорит, давай, говорит, будешь радоваться тогда, когда пересечешь границу, говорит. Я всячески пыталась дать огласку этому, чтобы знали, что дети там, что максимально широкий круг людей. И всякие мои посты в Фейсбуке, и письма куда угодно, и в ООН, и куда я только не писала. Люди, которых я считала подругами, друзьями из Донецка, они писали очень такие нескромные комментарии с матершиной, вот такая-сякая, бросила детей, умотала в Европу, и то все, да что ты мелешь, в общем, и всячески обливали грязью. Я понимал, что мама с головой, и типа ехать, считай, реально под верную смерть, это бред. И поэтому я не обижался ни в коем случае. У меня просто тогда, я взбесился, когда я узнал, что они за границей. Да, обижался на маму, думал, что бросила. Потом, так, мы поговорили с ней плюс-минус. И она сказала, типа, объяснила мне всю ситуацию. Я говорю, мам, извини, тогда это, говорю, поспешные выводы, типа, я тогда не прав. Ощущение усталости. Очень рад, счастливый, но устал. Вся малышня по большому счету как-то по барабану, они маленькие у них такое, тоже уставшие все. Но все довольны, все счастливы наконец-то, что едут к родителям. Всем здрасте, это последние 2 часа до Берлина. Ой, дай бог хорошо доехать домой, потому что очень далеко, 1300 километров, надо еще передержать дорогу. Это, я не понимаю, что это. Но это очень... Давай. Опа, молодец. Но мы очень сильно боялись, чтобы их выпустили из Донецка, выпустили в РФ и выпустили из РФ. Как только этот момент произошел, все, у меня счастье, у меня радость, у меня на работе я просто строчу как сумасшедшая, и у меня уже все, давай быстрее, все кипит, все бежит, все вот так вот. Все, уже дети на подходе, это невероятные ощущения, ты просто сидишь как на еже. О, бог ты мой, президент! Неужели вы добрались?
Как вы долго ехали. Что вы, как дела? Нормально. Доехали, да? Хорошо. Выросли, Лянь, я вас так давно не видела. Привет! Наконец-то приехали! Я смотрю на тебя! Ура! Привет! О! Герда, иди ко мне, Герда. 5 месяцев. У нас на работе нам обещали отпуск в августе 2-3 недели. Мы хотим поехать в Испанию, Барселону посмотреть хочу, в Португалию, ну, искупаться в океане. Ближайшие планы, ну, как минимум провести нормальное лето, устроиться на работу, плюс-минус на подработку на какую-нибудь. Я не могу прям чисто как-то вот показать, насколько я счастлив. Я вроде в себе это не держу, я искренне рад, что я здесь, что я с родаками опять. Я из-за того, что слишком старше, вот этот груз ответственности, просто у меня как-то не до того эмоций. У меня были эмоции, я был очень рад тем, что я сдержал слово, я привез малых, всех здоровых и живых. Максим, это не сон? Ущипни меня. Не, хорошо ущипни. Чтобы больно было. О! Наверное, не сон. Точно не сон. Ну пойдемте в дом. Пошли. Погнали, конечно, мама. Я мыло. Мама, я твоего держу, мама. Я намыла, утяпала, потом мылом, чтобы перхоть у меня была.